Друзья, всем привет! Мы с вами находимся в израильском городе Элат, это курортный город. Сейчас суббота, и пока еще длится шаббат, но буквально часик, и солнце сядет, шаббат закончится. Я предлагаю пройтись по городу, по курортному, и посмотреть, чем занимаются в это время здесь люди. А начнем мы с вами прогулку от отеля с названием Leonardo Privilege. Вон какая-то девчонка тащит целую кучу, уже передала парню целую кучу бутылок, целую упаковку. Сейчас загрузят машину и поедут куда-то по своим делам. Ну вот, как здесь мужчины ходят с детьми, специальное крепление, и ребенок крепится на грудь, и можно удобно его носить. Ну, кстати, и мамы даже рядом нигде нет. Так вот здесь очень ответственные мужчины в Израиле. Есть мужчина, есть ребенок, даже двое, мамы нигде не видно. А вот этот, походу, сейчас будет переходить дорогу в неположенном месте. А возможно, не будет. Ждет что-то. Может, такси хочет вызвать. В последнее время очень много развелось вот таких автомобильчиков. Это китайский BYD. Он электрокар, но стоит, естественно, гораздо дешевле, чем та же Tesla. И очень много их в последнее время в Израиле. В принципе, это хорошая тенденция, потому что чем больше электромобилей будет, тем меньше будет загрязнения воздуха. Учитывая, что здесь жарища по 40 градусов, то хотелось бы, конечно, чтобы воздух был как можно чище. Да и заводов в Израиле очень много. О, кстати, идет Вин Дизель. Очень много похожих на него людей. Какие-то девочки. Ё-моё, а вот это точило. Эта тачка вам не по карману, ребята, да. Сколько надо работать в Малоне, в отеле, чтобы купить такой Мерседес. Даже несмотря на высокие израильские зарплаты, накопить на такую тачку, конечно же, очень проблематично. Все упирается именно в жилье. Если бы жилье досталось от родителей, которые раньше приехали, либо от бабушек, дедушек, то, в принципе, возможно накопить, или если ты работаешь на классной работе. Но в основном, насколько вот знаю, ребята, все ездят на общественном транспорте, либо у них, если есть машина, то там за 1010 шекелей, ну максимум за 120 тысяч шекелей. Больших, более крутых машин у моих друзей, допустим, нет. Вот у одного человека есть за 120 тысяч, еще один хочет купить там за 130, что ли, тысяч, и то это бэушная машина Audi. А так, в основном, все ездят на дешевеньком. Ну, вот так вот. В принципе, у нас говорят, да, что без маек ходить нельзя. Ну, и здесь люди ходят без маек. Я тоже иногда любитель походить, позагорать без маечки. Никто замечаний не делает. Это не арабский город. Такой интересный у нас мост раздвижной. Если идти в ту сторону, то мы с вами выйдем к торговому центру Ice Mall. Недавно там был пожар. Но мы пойдем пока в сторону пляжа. О, кстати, рыбаки закидывают удочки. Рыбачат. Интересно, что они ловятся или нет. Здесь можно словить, наверное, какую-то необычную рыбу с Красного моря, которая сюда приплывает. Вот такой вот вид открывается. А это азиатский йог. Женщина то ли из Вьетнама, то ли из Индонезии. В общем, решила присесть в тенечек, отдохнуть. На солнце, конечно, сейчас просто нереальное жарище. Скоро зайдет солнце, тогда уже будет получше. Пока это все, конечно, сложно. Ну вот, для тех, кто спрашивал в комментариях, как выглядят израильские мужчины, в принципе, вот так вот они выглядят. Можете посмотреть, послушать. И наших девок они любят, конечно, да, наших девушек, потому что они более послушные, более спокойные. С израильтянками
их не сравнишь, эти горлопанки. Они не умеют даже красиво общаться. Они только кричат, горлопанят, гомонят. Наши девочки в этом плане гораздо лучше, да и по запросам тоже. Если наши хочет сразу там какой-то пентхаусик, точнее наоборот, да, это я уже со своей точки зрения, да, с израильской. Если израильтянка хочет какой-то пентхаусик, то украинка, русская, белорусская в начале попроще. Ей достаточно просто переехать в Израиль и жить в обычной квартире. Конечно же, через время запросы тоже повышаются. Как у всех людей, знаете, к хорошему быстро привыкаешь. Вроде привозят из деревень, кажется, ну, сейчас будет жить и ничего не просить, да, будет довольна. Но на самом деле получается, что привезли, годик второй пожила, потом посмотрела, что местные-то работают на хороших работах, а с этим надо еще чего-то добиваться. Он тут на каких-то дерьмоработах работает, зарплата низкая, все надо отдавать на аренду. И у нее начинаются уже какие-то мыслишки в голове появляться, а почему бы не связаться с арабом или с еврейчиком каким. И тут как раз таки такой и подворачивается на какой-нибудь такой машинке, предлагает свои услуги. Говорит: красавица, давай, будешь со мной жить, не надо платить за аренду, работать тоже не надо, но это в начале тогда. Потом, естественно, здесь даже декрета никакого нету, и все наши девчонки идут тоже работать. Но вначале-то они рассчитывают, что Абдалла не скажет, что ей нужно работать. Что он скажет? Просто сиди, отдыхай, дорогая, ходи на пляжики. И все девчонки на это ведутся, незамужние. Часто, конечно, и замужние тоже попадаются на эту ловушку, знаете, прекрасной жизни на пляже, под солнцем, в каком-нибудь солнечном Тель-Авиве. И кидают своих Васей, Петей, Ванник, Сереж и так далее, с которым нужно все это проходить с самого нуля. Зачем она думает? Зачем? Вот он, мой заморский принц, будет меня любить, будет меня баловать. Ну, а то, что дети вырастут уже в религии там мусульманской, допустим, девчонок это слабо волнует. Максимум, что они могут сказать, что ну, ты сам будешь тогда детей вот именно в религиозном плане воспитывать, потому что я сама в это ничего не верю и не знаю, как там что-то. Ну, если хочешь, сам, короче, воспитай. Но арабский мужчина, в принципе, не против. Не против они таких мероприятий. Вот так вот и живут. Ну, а если даже захочет развестись, то потом вдруг оказывается, что ребенок по законам остается не с мамой, а с папой. И вот здесь уже начинаются крики и жалобы. А почему? А вот я подумала, он меня обманул, несчастную бедную кинул. И я вот такая вот вся тут. Это касается и арабов каких-нибудь с Дубая, и всех остальных. Все это одна и та же история пройдена. Ну, вот, кстати, местные девочки, как они одеваются. Кто-то там писал в комментариях, есть ли модные люди в Израиле. Я не скажу вам, есть ли модные, вообще что такое мода. Для меня это все какой-то темный лес. Зарплаты хорошие, зарплаты позволяют покупать дорогие вещи. Но насколько они могут их стильно подобрать друг к другу, ну, кто его знает. Ну, вот кроссовки купили или шлепанцы. Ну, это мода, стиль, я не знаю. Вы напишите в комментариях, мода это или стиль. Тебе тут, по сути, много одежики не нужно. Купила или купил какие-то шортики, шлепанцы, и вот и вся мода. И весь год можно ходить так, кроме там зимы. Зимой какую-то легенькую курточку одел, и все, зашибись. Вот и вся мода. Потому что ведь мало просто купить дорогую одежду какую-то. Надо еще ее как-то правильно комбинировать. Тогда еще можно утверждать, что у человека есть вкус. А то, что они покупают себе айфоны,
Сразу с первой зарплаты, кстати. Вот все наши, кто сюда приезжают, у них у всех мечта закрыть первую потребность – это iPhone. Купить iPhone. Вон, кстати, пионеры. Дети-пионеры, да? Только здесь они называются не пионеры, а американским словом. Я не помню, правда, как называется это слово. Там что-то бой, как-то так. Кто помнит, как пионеры по-американски, можете написать в комментариях. Ну, так здесь это выглядит. Я название не помню сам. Да, здесь уже людей побольше. Музыка звучит. Я вот вижу, это наши женщины. Русскоговорящие, сразу понятно. Какой высокий дядька в красной футболке. Или нифига себе. Это точно баскетболист, что ли. Места есть, в принципе. Кто хочет прийти и покушать, может спокойно покушать. Ой, музыка звучит. Сейчас надо сделать перерыв кадра, а то заблокируют потом за авторские права. Да и вообще, я думаю, пойти он туда, поближе на пляжик. Кошечка кушает прямо в ресторане, ее тут подкармливают. Люди играют в волейбол. Подача. Нет. О, играют, да. Так, здесь у нас кто-то в душик ходил, вот эти парняги. Смывают соль себя. О, и девчонка сейчас будет. Я не буду снимать, а то она прям стоит ко мне лицом, будет не совсем красиво. Там вон кто-то загорает. Вот таким образом проходят у нас шаббаты. В принципе, люди в курортном городе все выходят на пляж, отдыхают. Кто-то там вон плавает. Там даже на этих бананах цепляются за катер, плавают. Зонтики. Лежаки по 12 шекелей их дают. Всякие девчонки ходят, парни, ребята играют в волейбол. Молодцы. По крайней мере, знаете, бухих, обкуренных здесь нету. Все увлекаются здоровым образом жизни. Пойдем дальше. А здесь ребята играют даже без сетки. Главное, чтобы был мяч и желание играть. О, парняга пьет чаек из термоса, чтобы не платить деньги. Экономия. Самое главное качество нового репатрианта. То, что на пляже не доели люди, с удовольствием доедят птицы. Какая-то булка, и они тут на нее накинули, с удовольствием хрумкают. Так, ну что, лежаки, люди, в основном молодежь. Все молодые, пока взрослых никого не видно. Да, здесь пляж такой из гальки, есть такой из гравия, гравийный пляж. Конечно, не очень удобно по нему ходить. Да. Особенно в шлепанцах. Все попадает в шлепанцы, все эти камушки. Очень неудобно. О, интересное колесо, да? У нас тоже любят на камере, на Минском море, надуть камеру и плавать на камере. Ну, здесь она какая-то типа фирменная, конечно, не от трактора Беларусь. А у нас берут камеру от колеса трактора Беларусь, надувают, она, знаете, огромного такого размера, классная. И на ней можно спокойно далеко уплыть по Минскому морю. У нас в Минске тоже есть море. Конечно, оно не такое, как вот это красное, но тоже довольно-таки большое водохранилище. Камни эти
попадают. Очень некомфортно ходить. Работники раскладывают лежачки, относят их все в одно место. Интересно, они как, если вот люди еще лежат, они будут забирать у него или будут ждать, пока он вообще не уйдет? А если он до 12 ночи будет лежать? Неизвестно. Напишите в комментариях, как это вообще работает. Вон девахи, пивасик распивают. В принципе, современная молодежь, она такая. Самое главное в жизни — это отдыхать. Главное, чтобы здоровье не сильно портили. Вот таким образом смывают соль после моря в этих душах. Видите, тянешь ручку, и уже вода пресная, не соленая, обливает. Здесь поставили новые раздевалки. Раньше их еще не было. Вот такие вот со знаком вешалки. Туда можно ходить и переодеваться. А здесь спасательная будка. Спасатели сидят, смотрят в бинокль, чтобы никто там не утонул в море. Кстати говоря, на каждом пляже есть вот такие вот штуки, в которых есть вода. И можно ее пить. Это вода охлажденная и отфильтрованная. Так, мы с вами стали свидетелем дедовщины среди этих пионеров. Посмотрите, что они вытворяют. Заставили девчонку отжиматься. Что же она такого сделала? Видите, руки за спиной. Что-то, какая-то вода течет. Может, она присягу какую-то приносит. Типа, я обещаю всегда служить, быть верным пионером страны Израиль. Кстати, кто не знает, тоже у нас в Израиле вот такие вот дефибрилляторы висят. И здесь даже есть надпись на русском языке. Это на тот случай, если у человека вдруг случится сердечный приступ, то, в принципе, там он вводится какой-то код, то ли по смс-ке, то ли врачи его уже заранее знают. Но, в общем, можно его взять и кого-нибудь спасти. Но если ты этого делать не умеешь, я, насколько понимаю, лучше самому не пробовать. А то этим дефибриллятором можно долечить очень серьезно человека. Да, эти пионеры, короче, в какую-то игру, походу, играют. Они подбегают друг к другу. Снова кинулась отжиматься. Поджималась, ну, совсем слабенько. Буквально 3 раза. И все. Я не знаю, если кто-то это проходил, или ваши внучки, или ваши дети, напишите в комментариях вообще, как это работает, в чем здесь смысл. Я такое вижу в первый раз. В Беларуси такого нету, в Израиле я вижу такое, конечно, впервые. Какое-то вот задание ей дала, показывает что-то. Сейчас она туда побежала. И сейчас будет выполнять задание. Вон дети отдыхают, за котиком бегают. Ну, котик их особо не боится. Он, конечно, отбежал немного. Что у девочки какая-то палка есть, хоть и маленькая палка. Но котик все равно не любит. Ну, вон он сидит за ухом, чешет. Надеюсь, что у него бить, конечно, не будут. Сейчас посмотрим. Пожалеть их, бедного котика. Красивая локация. Здесь живут попугаи. Вон они летают, но я его не успел уже заснять. И такие, как греческие арки. Видите, вот тут вот. Под такой стиль арочки. Так как мы все-таки с вами в Израиле, то, естественно, тут не забывают про безопасность. Всякое бывает. Вот здесь так притаились камеры. Смотрят на все 4 стороны. И если что-то произойдет, потом смогут найти этого негодяя, который тут что-нибудь сделает. Но такое в Эйлате не происходит. Это вам не Тель-Авив, не центр страны. Здесь, в принципе, одна большая деревня. Это наш амфитеатр под открытым небом. Вот так вот он выглядит. Сцена, сиденье. И здесь пульт. Ой, котик. Котик мяукает. И сразу убежал. Кс-кс-кс. Мурка. Кс-кс. Мурочка. У него какой-то лишай на спине. Лучше его не трогать.
Самое странное упражнение, которое я только видел. Кто знает, на какую группу мышц это работает? Что можно натренировать таким способом? Бока, что ли? Помните, я только что показал установку для воды, где можно пить воду на обычном пляже. А вот на этом пляже уже такая старая вся система, потому что мы с вами подходим к пляжу для религиозных. Чем ближе к границе с Иорданией, тем становится все дешевле и дешевле. Вон там вдалеке виден флаг Иордании. Сейчас я его приближу. Сегодня солнечная погода и видно. Вон он. И вот за этим желтым забором находится пляж для религиозных людей. Мне сегодня друг рассказал, который был в Акабе, это вот этот город иорданский, что там все женщины ходят в паранже, там все очень строго, все очень серьезно. Поэтому у меня есть такое предположение, что религиозный пляж именно по этой причине находится ближе к Иордании, а не к центру города Эйлат. Для того, чтобы иорданцы, если смотрели, что же происходит в Израиле в свои бинокли, то видели только примерно картинку. Все здесь религиозные тоже, кстати, купаются, но они купаются в одежде. Поэтому, если они будут за ними наблюдать, то ничего и не увидят. Вон там женщина сидит в тени. Я ее даже и не увидел. Настолько она черная. И тенечек. Вообще. Насколько сильно пользуется популярностью этот религиозный пляж, пляж для религиозных, я вам скажу, никакой популярностью он не пользуется. Здесь людей вообще практически нет. Ну вот здесь вот еще в палатках они под навесами есть, но это обычные люди. А там за забором только вороны вон кружатся. Насколько близко мы с вами уже подошли к Иордании. Осталось буквально только границу перейти. Ну вот здесь, собственно говоря, написано, что это вход для женщин. И по-моему, там всего одна семья сидит. А вот здесь написано, что говорим на мужчинам в ту сторону. Там для них отдельный вход. Мужчинам и женщинам религиозным вместе купаться нельзя. А то они, знаете, настолько сексуальные, что могут и не выдержать. Поэтому их разделяют такими заборами. И здесь, соответственно, написано, что это вход для мужчин, а женщинам красный вход. Идите направо. О, кстати, мужчины идут налево. Да, мужчины любят ходить налево, а женщины направо. Ну, заглядывать я не буду, все-таки приватная как бы территория. И все, ребята, мы с вами уже на краю Эйлата. Там дальше идет только граница и Иорданские горы. Дальше здесь ничего нет. Ну вот, может, построят еще что-нибудь. Хотя на границе, конечно, вряд ли будут что-то строить. Тут уже знак висит, что, походу, проезд дальше запрещен. Друзья, мне все-таки удалось пройти немножко ближе. Вот этот кран. Вон там уже виден, вращается локатор военный израильский. Отслеживает тут, чтобы не было нарушителей. Я хочу пойти поближе туда, к этому иорданскому флагу, потому что обычно я его вижу из окна у себя, да, но никогда сюда не подходил. И хочется посмотреть, у них там очень красивый город, но его никогда не видно, все время вдалеке. А тут, видите, получилось пройти на эту сторону, поэтому, как говорится, грех не воспользоваться возможностью. Ну вот и все, вот так вот выглядит граница. Нет, это не пограничный пес гавкает, это обычный пес. Но дальше там уже граница, вон там солдат. Я видел, как они только что в туалет заходили. Но их, наверное, снимать нельзя. Вон там Иордания. Иорданский флаг. И вот это здание, которое издалека я видел. Но его все равно плохо видно. Как ни крути. Друзья, вот такой выпуск у нас сегодня с вами получился. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте лайки. А если есть в чем меня дополнить, то напишите об этом в комментариях. Всем пока, до новых встреч.